О, смотрите. Ну, тут можно приобрести вот такие вот красивые веночки и украшения такие, смотрите. А нам высота какая нужна? Итак, сегодня 2 декабря, и мы выбрались за елкой. Но не будем ее покупать сегодня, а просто забронируем. Для того, чтобы приехать потом и ближе к празднику, выкопать эту елочку, и она у нас будет свежая, а не та, которая уже срезали и продают. И к Рождеству она просто начнет обсыпаться, да? А мы возьмем свежую и красивую, нам ее выкопают. Мы сейчас вам покажем, где эти елочки можно приехать, забронировать или купить вместе с детьми. Там есть даже такая опция приехать с семьей, выбрать елочку и даже пикник там устроить. Так что сейчас мы вам все покажем. А сейчас вот мы едем, конечно, пасмурно и на зиму вообще не похоже. На приближающиеся праздники тоже как-то пока не очень похоже. Настроение еще не праздничное и погода тоже не праздничная. Снега нет, тепло. Ну, в принципе, это тоже хорошо, что тепло, правда? А не морозы, метели. Но хотелось бы к праздникам все-таки снег. Посмотрим. Вон, дом продают, идеалку. Домик вообще разваливающийся, там уже вот такой же. Но ничего, сейчас много очень покупается всего. А тут огромная. Вот какая. Огромный участок с таким забором хорошим. Но там тоже дома не видно. Но ого, он аж до леса, этот участок. Он просто огромный. Может, там в лесу что-то и есть. Может, в лесу и дом есть, да. Остановочка, видите, это тут автобус, значит, останавливается. Там мы едем вдоль вала. Это где-то в районе гмины Леончин, да? Ну, правильно? Ну, это мы уже проехали в Мину. Но все равно, наверное, она другая. относится. Да, вот адрес. А. Соцемины Польский. Ага. Соцеминник закончился. Соцемин... Еще один дом строить. Ну, да, вот видите, люди строятся. Много очень людей сейчас строится. Вроде бы как зима, а стройка, да, у всех просто кипит сейчас. Ну. И фундаменты заливают, и котлованы копают, и стены ложат. Да. Как будто дело наоборот. Весна и к лету идет, а не к Новому году, к зиме. Я не помню, чтоб так поздно, да, вот стройки были. Ну, обычно, да, строится весна, осень. Еще там как-то, оно не прямо зима лошадь. Ой, вон лошадки, смотрите. А там курочки, смотрите, сколько всякой живности. А кто-то вон там жил прямо в этом домике кемпинговом. Голландском, да. Тоже, что плохо, что нету здесь пешеходных дорожек, велосипедных дорожек. Видите, вот идут и дети, и люди вот так вот вдоль дороги. Хотя вроде и место есть, чтобы эти дорожки сделать для людей, и не делают. Это они запрашивают. Кстати, наверное, или школа. Если это оно. Может быть, да. Сказали, что в этом году была очень большая нехватка детей в школах, в польских, что до этого там на резервации люди годами не могли так попасть. И было, да, мы а так не могли в этом попасть. сказали, что очень большая нехватка была. Типа, ну, потому что очень упала что-то, рождаемость. И да, но из-за начался вот демографический кризис в Польше, да. И вот видите, даже вольные места есть в детских садах, в школах. А вот видишь, продают агротуристика написано, и написано, что это продается, этот бизнес. Там вот конюшни, кони были здесь, вон там. Что-то у людей не пошло, и они продают бизнес. Вот, мы подъезжаем. Так. Вот мы подъезжаем в то место,
где нам, вот напротив вот этого дома, видите, ориентир? И вот написано, видите, с семьей за елкой 100 метров. Поворачиваем и едем. Главное, чтобы было открыто. Может, они еще не того, не продают. Вот видите, как раз эти елочки. Их здесь специально выращивают, чтобы можно было вот так вот с семьей приехать, забронировать и потом ближе к праздникам купить. Ну или сразу приезжать и покупать. Вот, видите? Вот такая вот вывеска здесь. Вот вы можете приехать или вот позвонить, узнать о стоимости. Но мы вам сегодня расскажем. Możecie приехать и купить. Dzień dobry. Pani pyta, jaki rodzaj choinki. Chyba mówię, że tego typu, nie? Ага. Nie, tak, nie? Tak? Nie srebrna? Ну, може і так. Ну, ви вибирайте ви. Możemy tam... Tak. Proponuję ten, bo będzie ciemno i będzie ciepło. Tak, jasne. No, ale to będzie rozlegać jak duża, ładna, bo spokojnie można szaleć. Tu jest na przykład piękna. Jak ktoś ma miejsce i piękne duże ozdoby, wszystko ubrania. А які ціни? Od 100 do 150, zależy jaka wysoka, do 2 metrów stówka. Ага. A ta 150, to jest pod trójkę. Ага. Ну, то piękna taka. Ta jest piękna. Aha, Może jeszcze aha. wrócimy. Jak ktoś ma miejsce w szerokości, to jest bajka. Jak Ага. w Griswoldzie. Ну, місце мами. się rozejrzeć, zobaczyć. Ага, dobrze. O, to тут piękne, tak. Hektarów dobrze, spokojnie. W tamtą stronę można, w tamtą. No tak my u państwa już 2 roki bieży. O, to wiecie, A może i państwo, o co więcej. chodzi. A może i więcej, tak. No. Państwo wiecie, o co chodzi, proszę szukać. Ага, dziękuję bardzo. Так. Это такие огниска тут. О, смотрите. Ну, тут можно приобрести вот такие вот красивые веночки и украшения такие, смотрите. А яка цена на... Pianek 40, już pani powiem, bo ja nie znam. Na pani 50 zł. Ага. То такие так, вянок, то 50 злотых. 50 злотых вот такой вот стоит. Смотрите, класс. Да, здорово. Кстати, взять какой-нибудь на дверь повесить, да? Ну, красивый. Супер. Идемте в школу поделку. No, что это na konkurs? Ze szkoły podstawowej w Kraśnicy Małej w Małopolsce. Jak jeszcze skuteczniej А тут уже есть и срезанные тоже елки, смотри. Это же заготовки, если кто-то А приезжает. копать можно? Ты спрашивал? А зачем нам копать? Нам спилить надо. А, мы спилим потом просто, да? Куда нам копать? А, ну да. Вот тоже красивая елка. Ну, красиво сейчас. Видишь, Выбор. потому что вот сзади у нее, например. А, ну да. Ну вот, смотрите, видите, уже много срезанных елочек. Ждут своих покупателей. И очень красивые елки. Ой, какие. Смотри, какая елка тоже крупная какая. Хвоя у нее. Спиленная, нам же такое. Смотри, Ну. красивая, Можно да? найти такое? Красиво. Большие эти у них, да? Да. Веточки. Да. А там, видите, вот это вот здесь можно возле костра посидеть с семьей, пикник устроить. Вот, смотрите, тут вот такая вот просто красота. Очень красиво. И тут елки эти высаживают специально. Ну, елки это я так, на все хвойные новогодние вот такие называю елки, так что не обращайте внимания. Я скажу так, что мы, скорее всего, будем там спереди выбирать те, что она показывала, потому что здесь мы с папой В прошлый раз. году обходили выше крыши. Ну вот тоже ничего. Ну, наверное, там все-таки та первая, да, 150, которая, она самая классная, да? Грибы. Ну да, тут и грибы были, тут можно и за грибами ходить. Ой, и тут очень большие есть, и там вот уже люди... Вот, смотрите, вот это вот бирки уже люди, эти елочки забронировали, видите? Вот, и написана фамилия даже. Зарезервированные елочки уже, да. И вон зарезервированные. Каждый человек выбирает, вот, пишут фамилию. Можно даже вот эти большие, тогда они срезают Да, на высоту, да. которая нужна, и все. Вот тоже, смотрите, была зарезервированная елка. Ну, они верхнюю часть забрали, Да. которая им нужна. Да.
Да, да. А вон уже новые посадки высадили уже для того, чтобы они подросли, и можно было их приобрести уже через несколько лет. Так что все это обновляется постоянно. Ой, какие здесь они шикарные, вы посмотрите, можно выбрать все, что хочешь. А нам высота какая нужна? Потолок берем. Ну, вот это не очень густая, нам не пойдет, да, такая? А вон, смотри, такие вот. Смотрите, сколько здесь елок, и одна другой лучше просто. Тут глаза разбегаются, тоже вон симпатичная, да? Ну. Тут очень-очень много. И они все разные, смотрите. Я не разбираюсь, как что называется. Наверное, это есть здесь и бальзамические, и вот голубые. Вот здесь много тоже елочек всяких, гляньте. Но выбор еще большой, так что кому нужно, приезжайте и выбирайте. Дети, мы останавливаемся на каком, так сказать, виде? Мы хотим с голубой хвоей или с зеленой? И какая хвоя? Крупная нам нужна, длинная или мелкая? Вот тоже гляньте какая. А? Симпатичная, но маленькая. Голубая выглядит. Голубая, приятно. Наряднее, да? Хорошо. Раз дети говорят голубая, значит будет голубая ель. И скорее всего, наверное, та, которая... Да, мы сейчас там 150. вернемся уже, пройдем просто. А вот, смотрите, тоже. Смотрите. Именно сзади немножко того, и низенькая. У нас же потолки высокие, то можно и высокую. Да, можно и высокую. Лучше сзади. Да. У нас Шикарно. потолки высокие, можно взять большую. Ой, какая тоже красивая, да? Что? Вон, видите, молодые посадки. Тоже высадили на агроволокно. Все аккуратненько, красиво. И здесь разные новогодние елки. Наверное, это очень большая. Это симпатичные елочки тоже, да, в этой. Ну, кто разбирается, скажите, пожалуйста, как называется вот такая вот ель. Или что это вот с такой вот длинной хвоей голубой. Видите, у нее длинная хвоя. Поперек такой. Но вот это большая для нас, правда? Она спиливается, я же говорю, на нужную А смысл высоту, тогда но нам у неё какой? ветки опущенные, мне кажется, там Пойдемте были еще получше посмотрим. вначале. В общем, цены нам озвучили такие. От 100 до 150 злотых в зависимости от размера елки. А вот тоже смотри. Смотри, какая. Смотри, какая. Но здесь она красивая, но у нее очень Быстро нежные обсыпется, наверное. и нежные побеги. На нее тяжело игрушки вешать, они вот будут спадать просто, видишь? Она нежная такая, но очень красивая. Тоже и густая какая, посмотрите. Класс. А это вот такая мелкая хвоя. Ой, в общем, здесь очень тяжело выбрать, потому что очень много всего. Вон тоже себе кто-то уже забронировал елочку и тоже, видите, вот написали фамилию. Видите, написали фамилию и пометили елочку. Так что можно приехать вот так вот и вам отметят. А перед праздниками вы приедете и вам срежут совершенно свежую елку. Неплохая тоже. Да. Кстати, И вот неплохая, смотри. низкая. И цвет не тот. Вы голубую хотите, я помню. Она с этой стороны красивая, а тут они сильно близко их посадили, и она такая. Ага. Ну, Ну, если ее повернуть, конечно, в угол той стороной, но правда будет видно, она же просвечивается. Сзади будет и они их порезали, вот эти. Это порезали их для того, чтобы она более густая была. То есть, видишь, на следующий Ну, год они она следят будет тут за более елочкой. густая. Видите, вот обрезанные побеги эти лежат. И она с каждым годом будет все гуще и гуще. Ну вот смотрите. Или покупать сейчас елки, которые уже лежат неделю. Мы сами видели, что уже лежат срезанные елки на продажу. В сетках уже приготовили на продажу к праздникам. И вы представляете, до 25 января... Ой, до 20... Я поняла. На 20... В общем, на Рождество, купивши такую елку, уже, возможно,
она начнет у вас обсыпаться, если вот сейчас ее срезали. А так вы приедете и прямо перед праздниками, там за недельку там приобретете, да, елку, и все. Мама, смотри, какая милая. А то и за день, за два до праздника можно приехать, вам ее срежут, и у вас свежая будет стоять, и запах будет, и очень красивая, и не будет обсыпаться. Да, вот сейчас перед Святым Николаем же что же. Ник, а вот смотри. Ой, фазан полетел, куропатка. А вот типа вот таких, не? Некрасивый цвет, да? Некрасиво. А вот та маленькая, да? Маленькая. Маленькая. Слушайте. Ну, вот смотри, какая интересная, глянь. Сорт какой интересный, гляньте. Тебе такой же показать, только чуть-чуть Это просто белее. мелкие, мне кажется, иголочками показывают. Это все разные виды Да? елей, да. Всё, показать. Ну вот кто в этом разбирается хорошо, тот расскажет. Ага, сейчас я иду к тебе. Гриб был, да, тут собирали. Собирать грибы можно приезжать. А, да, точно. Да, видите, тут и такие тоже есть милые. Игрушечные такие, да? Ладно. Слушайте, тут действительно елок очень много, но, по-моему, даже туда еще можно было, помнишь, идти? Аж в тот край, Ник. Ну. А, здесь все такие высажены. Наверное, высадили тут. А вот это маленькая. В прошлом году мелких. Маленькая, да? Вот это. Маленькая. Ну, вот Николь школа. Да. Но красивая. Вы собираетесь на елку? Да. А. И поскольку надо собирать? Еще не знаю, мама еще не знаю, сколько будет. Это тоже маленькая, правильно? Это мы в такой ряд зашли, наверное, маленький. Да, это вот такие вот тоже красивые. Так, а вон красивая, но тоже она наполовину с этой. Там тоже была красивая, но она одной стороной сильно прижата. Ой, Вот, олив смотрите. даже есть, смотри, у них. Высадили вот тоже так елочки молодые, и они вот в ведрах сразу. То есть их потом просто с ведром выкопают и на продажу. Да не. Да, Мне кажется, их просто посадили с ведром, потом от ведра ничего не останется. ведро, пластмасса, она не А это тонкая совсем плохо. Может, это какая-нибудь А вон эко? елка. Мелкая. Вот так, мелкая. Вот тоже, видите, все елки, они в ведрах с поливом капельным. И тоже на них бирочки. Очевидно, их на продажу уже приготовили кому-то. А вот да, вот прямо уже упакованная. Хорошо. Пойдемте дальше? Ну, наверное, нету и смысла нам уже туда идти. Там 4 гектара, нам сказали, здесь высажено елок. Это я просто вам показываю. Мы, в принципе, уже определились. Вот, видите? Огромные-огромные плантации елок. Ну что, Ник? Пойдем? Не будем туда идти? Там же, наверное, они не режут. А, Они режут. режут везде, Вон, всё идем, равно смотри, там режут. тоже вон стоят бирки. Привязаны бирки тоже там на елочках. Идемте глянем. Да, свой еловый тут у людей лес. Там просто он очищенный, а тут уже такой. Сюда доходят только знатоки. Ну да. Мы. Так, мы с вами... Ой, смотри, тоже красивые. Смещаются. Да? Здесь молодые елки. Плантации, они высаживают и постепенно туда смещают. Ну, нам надо больше и шире елка, я так понимаю, да? Ой, мы тут с вами сейчас заблудимся в этом лесу. Смотрите, сколько елочек. А тут они в хорошем состоянии, да? Ой, какая интересная. И как мы пройдем? Смотрите, какая интересная мелкая-мелкая хвоя. Ай, колючая. Это же елка. Да, они тут все такого сорта. Вот смотрите, густая, с мелкой такой хвоей. Прикольная. Нам не надо такая мелкая? Нам такая не понравилась, да? Но очень густая. Походи. Можно будет приехать за елками, которые на высадку вдоль забора, например. Надо у них спросить, почем такого размера с корнем, если после праздников. Это меня поколет. Так,
Ну что, Ник, нету смысла нам туда дальше идти, да, я так понимаю? Они тут приблизительно все одного размера, мы хотим побольше, правильно? Никак нет. Хотя они тут очень красивые и очень густые. Вон там голубая с той стороны красивая есть. Да, тут в основном с мелкой хвоей такой сорт елок. Ладно, пойдемте, братцы. Там вон тоже они есть, но там они из-за того, что... Ага, по-разному все пахнут. Вот этот приятнее. Слышишь? Они тут все такого сорта, видишь? Ага. А там вот те есть, которые повыше, но они это друг к совсем другу близко высокие, сильно да. растут. Они не будут густые такие, красивые. Так, ладно, пошлите, а то мы тут не пройдем. Нижние ветки опилили, видите? А верхушка осталась. Ее тоже вот так вот срезают потом. И вот кому-то такая вот большая-большая красивая ель достанется. Тут вообще они очень большие. Вот. Ой, а тут даже есть такая вот сани такие новогодние. Да. Ник, а вот смотри. Были? Świąteczna zgaga, żołądek o pomoc błaga, kręgi na to pomaga. zawsze do Zaczyna pierwszej działać już pasuje. Ну, Ale ta też jest piękna, bo dzisiaj już te klienci oglądali. ну, пеньк надо. Такую или такую? Ну, давай побачимо ще раз ту. Я так, Нік, я так думаю, що і ту. А где та перша була? No ta jest wysoka. Nie, no co, no. Вот это? Да? Она как раз по высоте отличная будет. Rośnie czubek do połowy, nie? Ну, To jest to, jak dojdzie czubek w domu. ну. Так есть. Эту? Так. A ty jeszcze chciałaś dopytać się o te mniejsze choinki. Какие? Напомню. Ten, co za nim? А, Tą rezerwujemy. Dobra, to już wypiszemy metkę. а в яку ціну то в тих відрах, так? W doniczkach. В донічках, Tak, ага. w doniczkach od 100 zł do 150. A Так, po ага. świętach. Chodzi nam po prostu te choinki takie, które wzdłuż ogrodzenia można wysadzić sobie. Jak najbardziej Takie. zapraszamy wiosną. A od jakiej ceny? Od jakiej ceny? To wie pan co? Takie, no, chodzi mi gdzieś mniej więcej takie, może trochę większe. Taka wielkość. No. Wie pan co, dam Tak. panu wizytówkę, dzwoni pan na wiosnę, bo to mąż się Aha. zajmuje ogrodem. Dobrze. Można się dogadać jak najbardziej, możemy z usługą, możemy bez usługi, bo to może sobie pan kopać sam. Możemy my to kopać w taki profesjonalny balot, czyli juta, taki kosz specjalny druciany i to wszystko idzie wtedy do Od ziemi. razu do ziemi. Tak, aha. dokładnie. To jest wszystko kwestia dogadania. No. Co do Ну, ceny też а так ціна то плюс-мінус яка? myślę. Teraz czy później? Ні, пізніше. Nie chcę skłamać. Nie wiem. Dobrze. Do 100 maksymalnie chyba. Ага, Halo? ага, dobrze. A, no. Znaczy musi pan przyjść pochować. Ile sztuk by było brane takiej choinki? No, wszystko ma wpływ, tak? Dobrze, to na wiosnę już wrócimy. Ми кудись її ж брали, дві, і так добре роснуть. А, три брали, так? Aha. І добре роснуть, Na так. kogo piszemy? Tak, tutaj jest. Okej. Będzie zapłacona? Tak, 50 zł. Za darmo. Okej, jasne, można. Tak, 150, tak? Dopłata będzie No, stówka, dokładnie. А то огністко, то так для гощі, так? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Można sobie powąchać. Tak jest, Choinki. można jak najbardziej. Będziecie Państwo obierać tą choinkę, to i kiełbaska będzie wszystko. О, как угощение, когда на празднике, когда тут же ж много народу, мы когда были, тут куча народу было. Ага. Вот видите, вот здесь вот есть такой костер, и здесь, когда будем забирать елочку, то можно, тут даже можно колбаски, тут грилюют колбаски на огне и, так сказать, это презент. Вот, так что можно тут семьей приезжать и отдыхать. Nie istnieje już rada. Nie zagwarantuję, że będą, od razu mówię, Tak? Aha. bo my w kurcie dużo sprzedajemy, nie? Już
tak zwany akcent. Ja boję się, żeby nie obtypało. Nie, ja mam rok czasu w domu jeszcze taką choinkę, tylko dużą, taką 1,60 m i taką mniejszą 1,20 m. Ja jeszcze z zeszłego roku nie wrzuciłam jej z domu. Bo jest na schodach i jako lampka. Tam Aha. są światełka zmieniane co do okazji Ага. i jest rok czasu. To tylko się zasuszy i zmieni kolor na taki bardziej oliwkowy. Ага, ага. To wybieraj. Ну, дверь хочешь повесить, да? Так, так. На двери выбираем. Я боюсь. Да, выбирай. Вот этот? 50 там mówiła, tak? Или вот этот? Какой? Смотрите. Nie, ten. Ja od razu na ten patrzyłem. Super, spoko, Tak. wielkie dzięki. Dziękuję. А яка ціна на ту choineczку? Wie pani co, tak, 50, 60, 70. Ага, тоже очень красивые такие елочки. придумаем на конкурс. Да, да. Ну ты ж на конкурс живую не понесешь. Ну. А это вот олень. Kościele Świętego Mikołaja się zmieni? А то такі звіжонтка, як у це. Renifer, Ну. 120 и 100 мniejszy. Ага. Вот это вот 100 злотых такой красавчик стоит. И немножко больше 150. Ну, вот такая вот красота праздничная. Класс. Очень красиво. Победитель. Dziękuję bardzo. A, to już. Tak, już wszystko wiemy, zanotkowana, także zapraszamy. Спасибо. Ой, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, До dziękujemy. widzenia. Do zobaczenia. А, ты сказал, когда мы приедем? А когда? No nieważne kiedy, to- do 23 mamy włącznie czynne. До 23-го? Tak, Tak. przed A, dzień przed No na Wigilią. pewno. А 20 może przejedziemy. в яку годину? Od 8 wcześniej? do 16. Ага, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Jak, Do jak widzenia. jest jasno, bo jak ciemno to nic nie No widać. właśnie, ja trzeba jeszcze trafić i w ogóle. No, dziękuję. bardzo. Dziękuję. Dziękuję. До widzenia. Вот, видите, люди тоже приехали, тоже выбирать елочку. Кстати, один, наверное, из бизнесов, в котором нету сильного стресса в плане общения Праздничные, с клиентами. да. Люди У всех приезжают, хорошее настроение. да, О, извини, не кстати, ругаться видите, приезжают. даже вот продумали все хозяева, даже поставили туалеты, да, биотуалеты, чтобы можно было не нервничать и спокойно здесь походить, повыбирать, потом отдохнуть возле костра, да, погрилевать. И, в общем, молодцы, очень хорошо. И мы сюда уже приезжаем Ой, а мы... 3-й или 4-й год. Вот, кстати, смотрите, это мы... Давай я пойдем. Да, это мы вот приобрели вот такой вот венок красивый. Это мы повесим на дверь, еще украсим его там дополнительно я всякими, куплю уже всякими это. вещами красивыми, да, там ленточки, шишечки, шарики и так далее. Шарики за И будет у нас вот такая вот красота висеть на двери дома. Вот. И вот, смотрите, вот такие вот, тут написано, тут есть и телефоны, в общем, можно приезжать сюда и выбирать. Ну что, друзья, на сегодня наша поездка закончилась, а она увенчалась у нас успехом. Мы нашли для себя красивую елочку и приедем за ней вот числа 22-23, наверное, чтобы она у нас была свежая, пахла. Так что вот так, друзья. Все, до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Приезжайте сюда за елочками.